Друзья, обновление от 29 октября у нас уже в игре, и сегодня мы подробно разберемся, какие новые функции у нас появились. Я пройдусь по каждой функции, и не забывайте, что оставлю тайм-коды в описании к этому ролику, поэтому устраивайтесь поудобней и всем приятного просмотра. И первое изменение у нас касается, конечно же, фамильяров. В новом патче упоминали, что у фамильяров появится новое свойство амальгама или амальгамное свойство. Давайте посмотрим, что об этом у нас знает Низ. Это нужно, наверное, смотреть вообще в разделе фамильяров, и я здесь не вижу никакого нового интерфейса. Ну, наверное, мы сможем через распознавание фамильяров вот этот вот раздел зайти и посмотреть, что у нас касается умений. И здесь у нас нет дополнительной информации. Ну, тогда давайте попробуем посмотреть на самих фамильяров. Дрожеступ. И да, вы видите, здесь появилась новая трансмодификация этого фамильяра. Вот у нас был самый крутой, это легендарный, а теперь со свойством амальгама. Но не написано, какие характеристики она дает. Я выведу их на экране. Вы сейчас увидите, какое свойство получит его основное умение, когда у нас получится фамильяр с амальгамой. И выглядит достаточно прикольно. Давайте посмотрим на Мирьена. И в амальгамном свойстве он будет выглядеть вот таким вот образом. Очень даже ничего. Что касается Варога, то тоже амальгамный фамильяр будет выглядеть очень грозно, гораздо прикольнее, чем выглядит легендарный, на мой взгляд. Ну, хотя легендарный тоже ничего, но амальгамный, конечно, вообще классно. Давайте посмотрим на затерявшегося в буре. Топовый фамильярчик у нас выглядит вот таким образом, а амальгамный зеленый. Очень ничего, как будто такой синематик-фильтр на него наложен. Ну и что касается Гиблошастеня, мы его все видели на тизерах, которые публиковали Blizzard, и он у нас стал красным таким, с огненной такой челкой. Очень неплохо, да. Давайте посмотрим на Мрачного Когтя. И Мрачный Коготь будет синим, даже я бы сказал фиолетовым. Кстати, очень прикольно выглядит. Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Ну и дальше у нас Терновый Ловчий. И здесь почему-то я не вижу, что у него появится амальгамное свойство. Либо еще разработчики не добавили эту трансмодификацию. Не знаю, я напишу на Reddit, но, по-моему, у него не будет вообще амальгамных свойств, значит, да? Или я ошибаюсь? Ну, давайте посмотрим на нашего пепельного метельщика. И в амальгамном режиме, да, он будет выглядеть такой... весь в кристаллах. Очень неплохо. Здесь они красные, здесь они синие. Ну и последний — это Мракошнырь, мой любимый котик. В топовом варианте легендарном он выглядит с двумя мордочками, и в амальгамном режиме он со снежинками, потому что его обычное умение превращается не просто в щит, а в щит, который еще и дамажит противников. Друзья, получить этого амальгамного фамильяра можно будет, скрещивая или преобразовывая аберрантных фамильяров с определенной вероятностью. Нужно будет добавлять камни умения, чтобы увеличить этот шанс. Но я это буду делать, скорее всего, попозже, потому что если коснемся, сколько у меня контрактов, как это сделать, то, по-моему, у меня и не так их и много. Всего 24 плюс 2 — это 26 штук. Я накоплю штучек 50, чтобы призвать 50 фамильяров, и сделаю ролик, и посмотрим, получится ли у меня какой-нибудь фамильяр с этим амальгамным свойством. Следующая функция, которая вызвала наибольший интерес у игроков моего уровня развития, это благословение
на легендарке. И, по-моему, оно называется «Благословение легенд». Оно уже появилось в разделе событий, потому что, когда я с утра заходил в игру, его еще не было. Я не знаю, почему это так. Более того, у нас вот здесь вот появилась иконочка, которая показывает, сколько времени осталось на это свойство. Если мы на нее нажмем, мы можем активировать благословение. Снаряжение высокого качества в течение часа нам будет дропаться выше. Новая сущность той, которую мы еще не собрали, то есть с большей вероятностью, если дропнется какая-то легендарочка, ты получишь легендарное снаряжение с неоткрытой сущностью. Ну и также классное свойство, если ты планируешь перейти на новый класс, ты можешь здесь выбрать класс, на который хочешь переходить, например, на некроманта, и выбрать это свойство. Супер классная функция, на мой взгляд. Давайте почитаем правила. И в правила, в общем-то, отражают все, о чем я только что сказал. Можете нажать на паузу или, когда будете играть, посмотреть их все. А давайте посмотрим, что у нас отражается в событиях в этом разделе «Благословение легенд». И здесь как раз вся сводная информация об этом событии. Также можно нажать на значок информации, чтобы почитать, что... у меня, видите, здесь из-за интерфейса не видно верхнюю строчку, но каждый день в 3 часа ночи будет сбрасываться этот кап в 1 час, поэтому, когда вы играете, не забудьте активировать его. Я считаю, что это очень классное событие, которое улучшает качество жизни игроков. Очень классная функция. Друзья, если вы уже погоняли с этим активным благословением легенды, напишите, пожалуйста, в комментариях, выпадали ли вам более классные легендарки, или вы собираете на другой класс, или новую сущностью, как это все работает. Но в процессе игры позже я тоже сформирую свое мнение. Ну и следующие изменения в игре — это, конечно же, новые сущности у нас появились для перехода на пекло 9 полноценно. И вы видите, что я еще на 1097 уровне. Мне нужно 3 уровня набрать, чтобы перейти полноценно на 1100 уровень, открыть все эти сундучки, забрать сущности из боевого пропуска, чтобы активировать по максимуму новых сущностей. Наверное, я сделаю отдельный ролик, как только доберусь до 1100 уровня, чтобы посмотреть, какой у меня боевой рейтинг был до перехода. Сейчас у меня не тот билд стоит. Если мы сменим на самый мой домашний билд PvE, давайте посмотрим, сколько у меня там боевой рейтинг. 52 614. И я на этот билд накину новые легендарки, которые получу после 1100 уровня, открывая все вот эти сундучки, а также соберу необходимый комплект сетовых предметов и посмотрю, насколько мне удастся увеличить в будущем ролике. Но давайте посмотрим у Замины, какие у нас сущности появились. Если вы собрали все сущности с предыдущих пеклов, то можете нажать на бонус постоянства, и здесь вы увидите на каждом предмете экипировки, какие появились новые сущности. И я конкретно сейчас разберу Demon Hunter, потому что за него играю, но можно на каждого из классов посмотреть по отдельности. И смотрите, на шлеме у нас появится урон от возмездия, получает прибавку в зависимости от расстояния до цели. Интересно, то есть тебе нужно дальше стоять, больше будешь дамажить. На плечах урон от залпа увеличивается за каждый метр до цели вплоть до 38%. То есть получается, здесь идет как бы такой комплект сущностей на то, чтобы дамажить на расстоянии. На корпусе у нас возмездие теперь делает пронзающий выстрел и обездвиживает вас на время действия. При повторном применении можно прицелиться и совершить пронзающие выстрелы, которые наносят урон и замедляют противников. Это сушка на контроль, и интересно будет посмотреть, как она будет работать, потому что когда ты совершаешь этот пронзающий выстрел, наверное, у него очень высокий урон, и он, скорее всего, будет всех на своем пути также
дамажить. На штанах у нас, когда возмездие наносит урон, противники на расстоянии дальше 5 метров получают еще 19 тысяч единиц урона. Срабатывает против одной и той же цели не чаще раза в 0,7 секунд. Давайте посмотрим, что у нас на стойке атаки для оружия. Залп теперь усиливает вас, и во время действия каждое умение выпускает залп стрел, которая наносит урон противникам. Эта сущность очень похожа на другую сущность, которая усиливает залп и передает его урон через основные атаки. Ну, конечно, нужно собрать все эти сущности, чтобы посмотреть, как они будут работать в синергии. И на стойке защиты урон от отбрасывающего выстрела увеличивается на 4,8% за каждый метр до цели, вплоть до 38,4%. Я в своих билдах почти не использую отбрасывающий выстрел сейчас, но будет интересно посмотреть, как это работает, учитывая, что на стойку атаки мы можем назначить погибель ангелов, и во время действия каждое умение выпускает залп стрел. То есть у нас отбрасывающий выстрел также будет выпускать залп стрел. Очень интересно, друзья, я не буду сейчас подробно на этом останавливаться, потому что эти сущности надо будет сначала собрать, и как только я перейду на 1100 уровень, я постараюсь получить максимальное количество сущностей и, конечно же, потом сделаю еще ролики с новыми билдами. Ну и еще у нас появилась новая фантомная рулетка, призрачный рынок, да, у нас появилась вот эта фантомная рулетка, где мы можем забрать эти призрачные скины. Давайте ее исследуем. И что мы будем делать? Давайте посмотрим быстренько, какие скины уже народ себе наролил. И, честно вам скажу, выглядит очень неплохо, потому что мне реально нравится в скинах, когда есть какие-то дополнительные персонажи. Конечно, скины — это исключительное дело вкуса, и вот, например, этот охотник на демонов, да, он, ну, так себе выглядит с красными крылышками, но в общем и целом очень достойно. Вот эти призраки, да, призраки детей или кого это еще, они держат вот этот призрачный плащик, и все это с такой кровавой какой-то, видите, здесь кровь постоянно капает. Давайте заберем награду и посмотрим, что у нас еще тут есть. Ну, судя по крыльям, эти скинчики быстренько и сразу же открывают киты, да, потому что это 10-тысячные крылья резонанса. Ну, в принципе, неплохо, да, вот очень много крови, видите, у него с посоха, да, капает прям кровища. Те, кто хотел кровавые скины, вот здесь пару капелек крови добавили, друзья. Все, конечно, такое готическое, сплошные призраки, но вот капельки крови есть. И заметьте, еще дух летает. Видите, вокруг летают духи. По-моему, это как раз временная часть этого скина. Мы сейчас разберемся. Ну, опять же, мы видим, что это сплошные донатеры. Давайте быстренько посмотрим, какие у нас скины на другие классы. Охотник на демонов, смотрите, у него шея перерезана, да, и там кровища с арбалетов также прыгает кровь вниз. И тут такой смешной плащик, конечно. Выглядит это все не супер сочетающе, да. Но давайте посмотрим на мужской персонаж. Я скажу, что вот мне очень нравятся вот эти два призрака, которые держат плащ. Да? И здесь не призрачный плащ, но сами вот эти призраки, они выглядят прикольно. Что у нас касается чародея, очень прикольно, что у него как бы вот в стойке защиты ты добавляешь оружку, и это будет такая башка с духами, которые вылетают из глаз. Тоже кровища на посохе, перерезанная шея, там все в крови. Караул, короче,
те, кто хотели больше крови, вот ее теперь можно найти в небольшом количестве. Варвар выглядит как-то не по-варварски, если честно, но кровища с топоров, да, или секир выглядит неплохо. Ну и мужского пола варвар, ну тоже какой-то, я не знаю, смазливый твинк. Короче, я не знаю, для варвара, наверное, этот скинчик не очень подходит, слишком изящный он получается. На монаха, блин, какие же у них прикольные клинки с розочками, да. И монах у нас девочка, ну, неплохо, да. Охотника на демонов мы быстренько посмотрели. Крестоносец, ой, очень прикольная оружка. Я сейчас смотрю одну из модификаций сериала про ходячих с Дэрилом Диксоном. И, короче, там у него тоже вот такое оружие, одно из любимых, чтобы мочить ходячих. В общем, она очень круто срывает бошки. Ну и здесь такая прикольная анимация, когда ты его крутишь, она вот в разные стороны. Как будто она ничего не весит, да, поролоновая такая. Выглядит неплохо, но я бы сказал, это далеко не самые лучшие скины. И вот обратите внимание, что крестоносец выглядит мощнее, чем варвар мужского пола. Я считаю, что вот этот скинчик ничего. Да, он такой доминирующий персонаж, и сзади два небольших духа. Что касается некроманта, ну тоже это не похож на некроманта, да? Он похож скорее на персонажа волшебника, что ли. Вот не знаю. Напишите в комментариях, что об этом думаете. Как-то не самые лучшие варианты, да, для классов, которые отражают вот как бы их изначальную сущность. Все-таки некромант это должен быть какой-то такой в некростиле, а здесь ну чего-то не то. Да, если как бы 10-бальную шкалу сделать, я бы сказал, что эти скинчики на 6 или 7. Они лучше среднего, но где-то на 6 или 7. Что касается рыцаря крови, ну, в принципе, тоже неплохо. И мужской пол, и у нас там остается только буря с окровавленными клинками и неперерезанной шеей. Заметьте, что ему шею никто не перерезал, но кровь с клинков течет прям, не знаю, откуда она спавнится, но она магическая, конечно же. Вот. А вот девочка уже с перерезанной шеей. Ну, очень неплохо, друзья. Пишите в комментариях, что думаете по этим скинам, и обратите внимание, у нас здесь будут еще временные декоративные части этого скина, эфемерные сокровища. Их можно будет активировать, если ты покупаешь усиленный боевой пропуск именно коллекционера, и потом активировать эти дополнительные декоративные эффекты. Напомню, что у меня есть телеграм-канал DI Tools по Diablo Immortal, и если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь, потому что там я как раз разыгрываю усиленный боевой пропуск коллекционера, и как только наберется 200 подписчиков, мы уже во второй раз разыграем этот пропуск, и вы сможете, если купили, конечно, этот скин и потратили 100 с лишним долларов на него, то сможете активировать эти эфемерные эффекты. Вот такие вот эфемерные эффекты, это как раз летающие духи, да, вокруг. И второй эффект у нас относится к фону профиля. Смена фона профиля, срок действия 30 дней. Не совсем понимаю, что это такое, насколько это вообще нужно. Ну, я думаю, что самое прикольное, это, конечно же, вот эти летающие вокруг тебя духи. Друзья, что вы думаете об этом? Напишите в комментариях, а мы с вами сейчас прокрутим первую награду и надеюсь, что получим сразу топовый скин. Но мы получаем, естественно,
эмоцию. Напомню, что я обещал прокрутить такую рулетку, как только наберу 1000 подписчиков. Еще около там 180-170 нужно набрать на этом YouTube-канале. Поэтому, если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. И если вам нравится это видео, поставьте лайк. И мы как раз на видео посмотрим, сколько мне потребуется сфер для того, чтобы получить этот скинчик. Обычно он выпадает как раз на 10-й попытке. Вот. Ну и мы сможем получать дополнительные награды за попытки. Это портал на 2-й попытке, эмоции на 4-й, 6-й и портал на 8-й попытке. Ну и также здесь будут дополнительные скины, которые мы сможем получить такое себе, если честно, но тоже вот с такой засохшей какой-то алой кровищей. В общем, друзья, пишите в комментариях. Ну и также, друзья, у нас обновились функции, я сейчас выведу их на экране. У нас изменилась немножечко механика поля боя. Теперь игроки, которые любят залетать в зону спавна, они будут вылетать из этой зоны спавна со штрафом 55% максимального своего здоровья. А если они сделают это 2-й раз, то они сразу же будут погибать и спавниться в зоне спавна своей команды. И также у нас появится опрос после матча. Если вы уже бегали каточки PvP, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам это заходит и какие вы ставили рейтинги матчу, когда проигрывали и когда выигрывали. Я это все проверю, когда буду гонять PvP чуть позже, и, конечно же, сделаю пост либо на Telegram, либо отдельный ролик. Ну, также у нас изменилась механика миграции на сервер, где ты после перехода сбрасываешь весь прогресс по своим плащам, если ты тень. Я не мигрирую с сервера на сервер, играю на сервере Мартыр. Друзья, очень многие, кстати, спрашивали в комментариях, я играю на сервере Мартыр. Еще у нас изменились уведомления, но никаких изменений здесь я не вижу. Я вижу, что все визуально у нас то же самое. Количество ботов, предлагающих платину и сферы, не изменилось. В общем, если вы заметили, какие изменения появились касаемо чата в игре, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну и еще, конечно же, у нас событие «Благословенный охотник» было продлено до 17 декабря. В общем и целом, это классное событие. Оно позволяет нам набирать именно тот необходимый сетовый комплект, который нам и нужен, хотя большую часть выпадает какой-то булщит, но тем не менее я рад, что это событие еще будет действовать так долго. Вот и все изменения в игре, друзья. Напишите в комментариях, что об этом думаете. Ну и, конечно же, поставьте лайк этому видео. И если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. А мы с вами увидимся в следующем ролике.